Добрый день, наши дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня немножко пошутим. Но в каждой шутке есть доля шутки. Не пей, козленочком станешь. Кто не знает этого поистине народного выражения. Любители зеленого змея не понимают вещи, которые нельзя совершать в состоянии любой степени алкогольного опьянения. Даже если количество и градус выпитого совсем-совсем невелик, все равно стоит контролировать себя и отказаться от некоторых вещей. Иначе можно очень даже пожалеть в будущем, испортить отношения с близкими, потерять здоровье, а, возможно, не побоюсь этого слова, даже жизнь. Так что же нельзя делать в состоянии алкогольного опьянения? Управлять автомобилем. Ну, понятно, скажете вы, тоже Америку нам открыл. Мало того, что управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения опасно, так еще вы рискуете штрафами, медвотрезвителем, лишением прав и другими неприятностями. Оно вам надо? Если вам все-таки нужно уехать домой, тогда лучше просто вызвать такси и доехать до дома. Так вы обезопасите себя, избежите неприятностей и неприятных последствий. Писать сообщение бывшей. Нельзя писать сообщение бывшей подруге, если вы выпили. Особенно, если вы уже состоите в других отношениях или даже в браке. Самое безобидное, что может произойти, вы испортите отношения с бывшей. Очень гораздо хуже, если ваша настоящая жена или девушка увидит вашу переписку и, конечно же, сделает свои выводы. Ввязываться в конфликт. В состоянии опьянения вы не сможете прям точно-точно и подробно разобраться в причинах. Кроме того, так вы станете еще смелее и решительнее в своих действиях. Из-за чего на ровном месте накалите обстановку и станете, возможно, даже вожаком драки. Несложно предсказать последствия, которые могут оказаться совсем-совсем печальными. С кем-то спорить. Спор сам по себе не всегда уместен и логичен, а спор с кем-то еще в алкогольном состоянии обязательно приведет к тому, что вы его проиграете. Так человек попросту не сможет объективно оценить свои возможности, предмет спора, последствия, ну и так далее. Особенно опасен спор с незнакомыми людьми и тогда, когда вы сами что-то выполняете наспор. Разговаривать с начальником. Говоря с начальством в таком состоянии, вы запросто можете лишиться работы. Ну, кто захочет держать сотрудника, который позволяет себе лишнее, не контролируя свои высказывания, не логичен, не объективен и так далее. Даже простые вопросы с начальством лучше обговорить потом, чтобы избежать проблем. На сегодня все. Будьте здоровы и по возможности счастливы. И тогда мы встретимся снова.